Может быть, ты слышала про эту нашумевшую выставку, которую курировал Мантлевич? Ну, конечно, я туда пошла, но как ты себе представляешь, я могла это пропустить? Для меня было важно посмотреть, что это за люди, да, посмотреть. Ну, то есть, мне было понятно, что это абсолютная провокация. Она циничная, она может быть высокомерная, но это провокация примерно всех. Провокация провластных, провокация арт-тусовки. Ну, вообще было жутковато туда идти, я скажу честно. Это было очень странное ощущение. Ты когда из такси выходишь и проходишь за шлагбаум, кажется, ну, что как бы все, это какая-то земля Мордора. Там были все эти охранники, такие мужики здоровые, и девчушки на ресепшене напуганные. Ну, сами такие воробушки, и мне кажется, все в этот момент боялись друг друга. Эти боялись этих странных людей, которые сюда идут, потому что, типа, что вы здесь забыли? Мы, все эти люди, вообще заходили туда вот так, типа, боже, куда мы пришли? Это была такая абсолютная нелепость и неловкость. Ну, конечно, я вообще пошла больше про Вагнер-центр, даже не про выставку про ЧВК Вагнер, про Вагнер-центр. Я начала, ну, как бы интересоваться. И побывала там и посмотрела, как там все устроено. Ну и вообще вот это очень страшно. Страшно, потому что там все хорошо сделано у них. Они хорошо себя позиционируют, у них классные условия. Там был какой-то чувак, который был в этой толстовке, и он так гордо сказал: «Я резидент». И вообще, на минуточку, у них заявок на резидентство больше, чем в ГЭС приходит. Вот это как раз-таки немножко жутковато. Учитывая вообще, ну, что Пригожин и вся эта тусовка в России чего-то там пытается расшатывать. Они создали такую очень привлекательную систему военную, да и не только военную. Там и IT, и культура, как мы видим, и сделано это все как будто бы действительно с умом. Ну, сравнить вот все, что связано с обычной армией, и вот этот даже центр, где айтишники там что-то разрабатывают. Даже если просто, не углубляясь, пойти по верхам, потому как это выглядит действительно впечатляюще, и оно притягивает. Когда все начали сравнивать РФ в начале войны с Третьим Рейхом и с фашистами, я прямо даже пошла пересмотрела «Обыкновенный фашизм» Рома. И я смотрю всю эту хронику и понимаю, что, ну, не, бля, ну там молодежь, они горят, они в это верят, там молодежь, а у нас как бы все равно больше 60 плюс, и молодежи либо похер, либо уезжают, ну и там какая-то там отмороженная, у которых вообще нет никакого выбора, они идут, да, воевать. А тут я вижу систему, которая создана как раз для умной, думающей молодежи, чтобы ее затянуть к себе. И делается это более или менее толково. И это было очень страшно. Но потому что если они смогли с какими-то вот такими ресурсами неполными это сделать, то что будет, если им в руки попадется что-то побольше? Вот уже можно будет говорить о Третьем Рейхе. И я посмотрела немножко изнутри вот на это. Посмотрела, что это не клюква. Это не клюква, это толковый, хорошо сделанный продукт, назовем это так. И меня это не обнадежило, когда я оттуда бежала.